Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня у нас будет змеюка Айрис, да, будем сегодня нагибать, я надеюсь, наконец-то. Не знаю, правда, куда сегодня пойдем, стандартные бои есть варианты или в командные. Ну, блин, змея, мне кажется, стандартно будет хуже. Ну, посмотрим вообще, один бой сыграем в командных, а потом глянем. Также сегодня завезли вот такую вот акцию. Привет, Сдубстеры. В общем, это у нас сброс акция, обычная на сундуки, которая у нас начала появляться в игре. Спустя, наверное, в обновлении 3.26 она начала появляться. Я уже пооткрывал, ничего мне на Эдну прекрасную не выпало. Я считаю, это идеально просто. Минус, как говорится, сундуки, не знаю, когда будем ее апать. Посмотрим, как пойдет. В общем, это прекрасное дело. Ну, в принципе, все. Пока что разработчики ничего не анонсили, поэтому просто ждем и отправляемся в бои разваливать за змеюку. Кстати, у нас уже сбросился рейтинг, поэтому надо бустить, потому что, скорее всего, в выходной день, как обычно, будет золотая лихорадочка на 12 часов. Надо бы ей воспользоваться, на самом деле. Поэтому такие дела. Надо апать рейтинг и лутать сундуки за рейтинг. Да, Зуба, как всегда, впрочем, ничего нового. Итак, Зуба, походу, забагалась и меня жестко откатила назад, но мы опять же стартуем. Надеюсь, в этот раз нормально будет. А то, блин, просто зашел в игру, там, потыкал что-то, нажал в бой, и вот, оно мне зависло, и все, и тогда не загружалось. Но теперь мы хотя бы загрузились. Как видите, баланс не изменился, как был ни о чем нам, так и остался. Так, закинем гранатки. Надо уворачиваться от бота. Очевидно. Так, я укусил. Мое, отдайте. Хорошо, что я самый быстрый был. Вот же наглый, вот посмотрите, 8-й жираф, 10-й пингвин. Вот оно им нужно, да? Вот оно им нужно. Не, змея-то бесполезная, конечно бесполезная. Подумаешь, имба. Бесполезная имба. Так и скажем, да? Вот, смотрите, просто не нагибаю змею, чекайте. Блин, как же жираф душит, а? У них. Че наш жираф так не может душить, а? Бесполезный, просто бесполезный. Домой. Успел я похилиться, конечно, это хорошо. Генри тоже шотаем. Нельзя дать жирафу подойти и резнуть. Ну все, его замедлил, теперь он уже не убежит, скорее всего. Да, до свидания, друг. Блин, там еще один жираф. Вы что, только по двое ходите, да? По трое? 3 жирафа? А можно как-нибудь не так душно? 3 жирафа. Заметьте, моя команда вообще не лутает ничего. Эти вообще вниз убежали. Понимаю, понимаю. 3 жирафа, понимаю. Ой, хорошо, что я на имбе играю. Если бы не эта имба, ну, я прям змею Айрис, то я не знаю, как мы бы тут жили. Бак у нас вообще не хочет залетать, а он залетел наконец, спустя 100 лет. Дерзкий кенгуру уже сбежал. Да блин, что ж так больно-то? На тебе, змеюка. Ой, точнее, змеюка, это ж я. Ну ладно, сам себя уничтожаем, как говорится. Ладно, надо лутать еще одну аптечку. Вот это вот прекрасно. Бачку она тоже досталась, это хорошо. Так, ну там противники, вон вижу их. Надо быть аккуратнее с Хамелешем. Закидываем пока что. Ну там неплохо. Змея это просто такой, знаете, персонаж, которым тыкаешь одну кнопку и все умирает. Ну вот так вот на изи просто тыкаешь и все умирает. Орел там сейчас получит мою гранатку. Красота. Сейчас капканчика здесь натыкаем. Пингвинчик мне в этот раз помогает. Так, капканчики должны сейчас затащить. Так, капканчики затащили, в принципе, все красиво. Ну, не хочется мне идти в зону, там лутать аптечку. Хотя надо было. Но мы и так победили. Просто змеюка царит. Ну, повезло, что команда хотя бы смогла двигаться вместе и хоть что-то делать. Хотя был момент, когда они куда-то там сбежать пытались. Я оставался один против, ну, реально, 3 жирафов, которые с 3 сторон могли меня задушить. Но повезло, что меня не задушили. Да, именно так. Ух. Ну, Змеевский хороший персонаж, да. Особенно с легендарной гранаткой, которую успел отжать. Вот, если бы я ее не отжал, возможно, все бы закончилось совсем по-другому. Но повезло, что успел. Повезло, что не было никсов. Повезло, что эти гении... Да, играют все-таки за меня. Но, что поделать. Так, мы сейчас спавнимся с одним сквадом. У нас, в принципе, есть небольшое преимущество. Наверное. 2 никса бесполезных. Это вот это преимущество. Вот это я понимаю. Преимущество так преимущество. Канистр гелия у хамелеона 15 уровня. Моя команда гениев, которая разделилась и умирает. Это прекрасно, ребят. Это просто прекрасно. Хамелеона сейчас добьем. Он уже почти трупчик. Чудесным образом мне получается это сделать. Теперь просто нужно кидать гранату, пока они не умрут. И не подставляться, не подставляться, не подставляться. Лутайте гранату, лутайте, ну. Бесполезные. Залутали, отлично. Фух, хорошо, что я змея, да. Других слов у меня просто больше нет. Хорошо, что я змея.
Опять же, мой Никс, который просто бросил команду в замесе, да, и сбежал. Это настолько было гениально, что слов нет просто. С тем, что у нас было преимущество в аптечку. Но он все равно сбросил. Это нечто. Нечто гениальное. Назовем это так. Там еще один бот бегает с копьем. Давайте просто его залутаем для фражика, чтобы было красивенько. И пойдем нагибать. Пойдем. Серебро по луту, в принципе, неплохо. Должны изи затащить. Ну, опять же, должны, да. Сейчас какой-нибудь сквад адекватный против нас выйдет. Не, Никса резать не будем, кстати. Вот чего-чего, его резать не будем. Возможно, может, ворвемся, подамажить противников, пока не будут пытаться что-то замутить там. Но Никса резать не собираюсь. Ну, в принципе, это не успели сделать. А вот то, что я говорил. Сейчас ворвемся, подамажить противничков. Так. Надо акула резать, конечно. Акул важная штука. Акул важная штука, да. Именно так это надо говорить. Так, убиваем. Ну, блин. Шустрый Никс. Так, ну тут сейчас надо лутать аптечку. Там, блин, там еще ля, там просто легендарная гранатка. Так, Яру надо бахать, надо лутать аптечки, сейчас хилиться. Ну, моя команда, конечно же, пошла умирать уже. Аптечки им не нужны, бесполезные предметы, да? Бесполезные предметы, просто эти аптечки. Никс пытается что-то сделать, но у него ничего не получится, потому что я змея, а он нет. Ну, это логично. Змея всегда побеждает. Какого-то лиса. Лис не выживет. Ля, какой душный Никс попался. Все равно не сбежать. Гений на Никсе, просто гений. Домой, гений. Вот так мы затащили. Конечно, одного Никса пришлось отдавать, потому что, ну, увидели, он был неадекватный. Как говорится, что он выбрал, то и получил по итогу. Выбрал бегать одному и умирать, значит, бегает один и умирает. А мы побеждаем. И без него. Что? Потому что змея имба. Вот, кстати, странно как-то. Странно очень. В прошлый раз, когда вот сломались бои, ну, сломался рандом, точнее, ну, там же была обнова, где его, типа, сделали лучше, а сейчас его опять вернули назад. Возможно, из-за того, что надо его просто переделать опять. Так вот, в первые дни, когда это вернули назад, такая дичь происходила. Я на змее в минус по рейтингу шел. Сейчас просто опять начал изи тащить, не напрягаясь. Что это значит, я не понимаю. Ох уж эти бобры. Надо бобра задушить, как бы. Ладно. У нас проблема, потому что у нас аптечек нету. А вот аптечки. Аптечки появились. Так, лутаемся быстренько. Правда, команда у нас разбежалась. Это проблема. Очевидная проблема. Так, лутаем сразу, чтобы не досталось этому Никсу. И погнали с сквадом. Так. Этого бахаем Никса. Надо не отдавать сейчас наших союзников. Надо добивать сейчас их очень жестко. Бачка надо убивать здесь. Так, бачка почти добили, отлично. В принципе, у них тут шансов поменьше, чем у меня затащить это все. Так, Никса я достаточно неплохо сейчас продамажу, в принципе. Он свое получит. На тебе еще это. И так вот. Ну и красивенько добиваем. Остался бачок. Ну и все. Фух, ну вроде красиво все сделал. Опять же, активный навык змеи неплохо помогает в ближнем бою. Он дает все-таки бонус к урону. Небольшой, но дает. И вот этот бонус только что, возможно, зарешал мне шотну Никса. Если бы не этот бонус, я, возможно, не смог бы шотнуть Никса. Но, как говорится, что есть, то есть, поэтому шоты. Фух, нравится. Нравится. Ну что, наша прекрасная змея готова нагибать дальше. Поэтому мы отправляемся. Там Бак что-то ищет. Но нечего там искать, бачок. Нечего. Ну, более-менее еще как-то нормально получается. Очевидно, вот видно, что в своей команде немножко неадекваты. У них там эти неадекваты. И ты вот можешь тащить спокойно. Ну, если у тебя 15 змей, конечно. Но змеи есть преимущество, да. Это большое очень замедление от первобытного инстинкта. Опять же, большие дистанции для атак. Да, и очень большой урон. Плюс яд, да, не забываем. То есть яд, урон, большие дистанции. Вот это вот все дает просто лютейшее преимущество змее. Опять же, кусаем Никса впритык. Получаем за это бонусы. Бахаем. Хилимся красивенько. Ну и все, это уже не убежит. И Габелла. Габелла противником. Хамелеона куснул. Почти. Ну, почти куснул. Че, Хамелеон куда-то сбежал, да? Нет, умер. Ну и ладно. Вот такие вот дела. Ну, видите, просто две змеи, это, конечно, слишком жестко. Хотя и одной бы, меня бы хватило одного. Там такие просто массы залетают с золотого дробовика. Конечно, не легендарный, но все равно, когда вот ребята стояли тут в кустах, да, я в них просто такой масс кидал, и там всех покрывало. Ну и граната, смотрите, просто там такая, плюс еще расстраивается. Вариантов там вообще не было у этих наших прекрасных противников, поэтому изи катки. Вообще халява какая-то получается, но
А я же говорю, начало недели по-любому тут более-менее чуть-чуть получше все-таки, чем под конец. Да и в середине. Поэтому советую всем в начале как можно больше апать рейтинга, а потом уже постепенно доапывать персонажей. Какой рейтинг вам нужен. Опять же, я, наверное, 1100, а потом посмотрим. Ну, посмотрим, как говорится, что по времени будет, пока что времени не так много. Ну, стараемся, тащим, нагибаем. Ой, боже, как же им... Вот, умереть в зоне, это... Да, это уровень этих игроков. Ну что же. Киллов мы сделали прям приличное количество. Ну, давайте еще один боец. Как бы 4-й топ-1, почему бы нет? Почему бы нет, если они так хорошо идут? Да? Именно так. Опять же, сейчас может не повести просто на команду, и попадутся какие-нибудь прям вообще лютые, да, а против меня попадутся такие же лютые. Хотя, заметьте, я тут дрался с 14-15 уровнями. Вы их все видели, поэтому чисто тащим за счет змей. Правда, проблемка сейчас небольшая, это то, что нету у нас дробовичка хорошего. Обычно он всегда был. Ой-ой-ой. Так, ботик. Вот вы видели, какой промах был дикий? Как они так вообще... Как можно так промахиваться? Я не понимаю. Лута нету вообще никакого. Кенгру у нас уже умер. Что происходит? Что с ними не так? Погнали, погнали, это вижу я. Бак умер. Кайф, конечно. Сейчас будет проигрывать. Генри как-то надо убивать. Я случайно аптечку нажал. Ну да, конечно. Почему бы не нажать, да? Случайно аптечку. Так, закинем гранатку. Льва шотаем. Ну, пытаемся шотать. Но опять же, я тут один. Их здесь много. Что делать с этим, я не знаю. Я стенку поставить не могу. Капец просто. Ну вот я же говорил. Попадется команда сверхразумов. Просто не, лютые сверхразумы. И все. Один убежал, другой ничего не делал, стоял. Два союзника были лоу-левела, которые ничего не могли сделать. Тоже, опять же, предметов нет, ничего нет. Уровня нет, хп нет, навыков игры нет. И я один. Да, если бы они хотя бы как-то кучковались, у меня был бы дробовик и аптечки, и противник бы не успел наутать аптечек, возможно, я бы смог это затащить. Но, к сожалению, там были прям капец какие дисбалансные силы. Ну, вот такие дела, вот, ребятки, такая змея. Им будет, чё, им будет змеючка. Это хорошо, на самом деле. В общем, используйте акции, чтобы выбить жетоны, которые вам нужны. Как вы знаете, есть персонажи имба, есть персонажи не имба, типа волка, да, которых не стоит качать. Хотя на волка, блин, жетоны по КД падают. А на это, ну нет, зачем? Подумаешь, хороший персонаж. Да, зачем? Лучше волка бесполезного качать. Ага. В общем, на этом мы заканчиваем. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.